Так, вот это мой контроллер пиковский, подразобранный по минималке. Но суть в том, что он был полностью целый, просто сдох на ровном месте. Мы его включаем, он вибрирует. Не знаю, как это передать на камеру. Вот он сейчас просто втыкаешь батарейки, вибрирует. Вот это контроллер с Авито. Если в нем подключить все, сейчас вот у него отстегнут этот шлейф, он идет все так же, но тут вот видно, что он вибрирует. Как это передать, опять же, ну, короче, симптом такой же, вот. Но при этом с отфигаченным вот этим вот шлейфом и антенной, он при этом, тем не менее, работает. Ну, то есть, если я сейчас подключу вот этот шлейф, то с ним все будет нормально, как бы он включится, он покажет синюю индикацию. Поэтому теория такая, что, скорее всего, на моем контроллере сдохла все-таки вот эта вот плата. И мы попробуем вот эту вот часть сейчас перекинуть сюда. Скорее всего, возможно, даже со шлейфом, но сначала без шлейфа, посмотрим, что будет. Ну, кстати, только сейчас заметил, на этом контроллере немного подломан этот коннектор, но это не критично, он прижимается дальше. Но это не я на своем контроллере уже, привычный к этому делу, знаю, как их вытаскивать. Вот он включается, короче. Даже вот просто с отфигаченным всем. Но этот сломанный контроллер, тем не менее, включается и пытается найти шлем, в отличие от моего. Поэтому перекидываем, смотрим. Вот это плата от моего контроллера. Фокусируйся ты, моя. Тут с коннектором все нормально. Вот это вот от сломанного контроллера. Тут на дом есть. Вот. Подкинули эту плату от этого контроллера сюда. Смотрим. И то же самое. Окей. Шлейф вроде доткнут. Мы попробуем перекинуть вместе со шлейфом. Так, в общем, да, хотел перекинуть сюда плату, но сейчас посмотрим. Возможно, проще будет откинуть все-таки вот эту вот штуковину всю. Благо, ну, сверху я уже открутил крепление. Тут, если кому-то понадобится, вот тут вот прям защелка есть. В этом месте. Целиться надо туда. И, скорее всего, по периметру такие же защелки. Сейчас посмотрим. Все оказалось проще, чем я думал. Чтобы вытащить эту штуку, надо просто открутить этот металлический язычок. Он вставляется вот туда, вот в эту пластиковую штуковину. И по идее она сейчас просто вылезет, да. Вот эту часть разбирать не нужно. Но на всякий случай тут просто защелки по периметру. И если у кого-то сломается конкретно эта фигня, то тут, ну, практически без шансов. Если шлейф будет так же оторван, как здесь. Потому что этот шлейф на всем протяжении вот так вот идет. И тут, ну, вот один переход есть. То есть вот вся вот эта вот верхняя часть с 5 светодиодами, 6, она будет под замену. Вот для правого контроллера код. Вряд ли их можно найти в продаже. Так, вот, чтобы эту штуковину снять, мне нужно снять, потому что иначе шлейф назад не воткнуть. Я его зря достал, в принципе.
Но как бы зато теперь мы знаем, вот у этой пластиковой фигни есть еще один винтик вот здесь, прямо вот под этим разъемом. То есть теоретически, не снимая полностью этот шлейф, в идеале подцепляетесь пластиковым шпателем, таким вот аккуратненько, под этот угол. Так меньше всего шансов что-либо сломать или оборвать. Клей достаточно, ну такой, отклеить можно, короче говоря, податливый. Просто главное не повредить вот этот вот шлейф. Решил перепроверить, что все работает. Ну вот, это по идее мой шлейф сейчас, но платы обе от сломанного контроллера. Ну, естественно, антенны ничего нет. Но все работает. Вот тут еще один интересный момент. Сейчас плата верхняя моя. Вот от сломанного контроллера. Шлейф тоже мой, основная плата от сломанного контроллера, и при этом он включается. То есть у меня все-таки дело было не в верхней плате. Видимо, эту плату я оставлю свою, надо будет перепроверить его. Значит, сейчас перекинем основную плату. Чисто теоретически на этом этапе нужно просто откинуть вот этот вот шильдик металлический, открутить плату, это все отключить. Кстати, надо показать, как шлейфы эти отключать, потому что многие, видимо, не знают, судя по вот этому. Ну, тут все, в общем, достаточно просто. Перед тем, как вынуть шлейф, вот этот вот пластиковый черный язычок с другой стороны от шлейфа, надо вот так вот поднять, и шлейф спокойно выйдет. Вот еще плату. Да, действительно, все шлейфы отключить. 4 болтика и джойстик. И все. Ничего сложного. Единственный нюанс, что именно вот эту вот верхнюю плату, запарно снимать, но которая с светодиодами, которая вот это вот. Ну, в остальном, doable. Извлек обе платы, вот это моя, со шлейфом. Вот это вторая из сломанного контроллера. Ну, они оба сломанные, но это физически сломанные. Сейчас махнем, посмотрим. На всякий случай закручивать на этом этапе, вот когда после установки платы нужно вот эти вот 4 винта только. Остальные потом идут. Полностью собрал свой контроллер. Сейчас проверим. Включается, Значит, мы на деле все-таки было в основной плате все дело. Значит, абсолютно все компоненты мои сейчас стоят, кроме основной платы. Печально. Так. Значит, по поводу порядка разборки, сборки. Ну, сначала, естественно, не забываем отключить вот этот вот шлейф на этой плате. Приподнимаем эту штуку, отстегиваем шлейф. Затем, не знаю, как мне держать камеру и показывать это все одновременно. Здесь вот тут вот 3 таких жирных черных винта откручиваем. Один под вот этой частью платы. Опять же, отстегиваем вот этот вот шлейф, отгибаем, откручиваем. И не забыть антенну. Вот антенна. Вот так вот у нее идет провод. Вот. Эта штука просто приподнимается пинцетом. Ее сломать почти нереально. Можете хоть чем вот так вот тут подцепить, вот тут отключить. Подключается она, ну так, из-за длины антенны не очень удобно, но в принципе
подключить можно. Сломать сложно, но просто аккуратненько все делаем. Значит, антенну отключили, это отключили. Тут 3 винта. Вот тут у ручки 2 винта. По сути, после этого у нас вся вот эта вот часть тут легко снимается, тут вытаскивается туда. Ну, после того, как открутили здесь 2 винта, тут нужно вытащить вот эту металлическую херобору. Она вот, ну, у меня она просто выпала, когда я перевернул, поэтому тут обычно никаких проблем не должно быть, но можно что-нибудь подцепить, если у вас он плотно сидит. И никаких проблем ни на одном из контроллеров с этим не возникло. Дальше. Дальше нужно снять вот эту вот пластиковую штуковину. Тут 3 винта под вот этой серой штукой. Вы их уже видели раньше. Один винт прям вот под этим коннектором. Его надо чем-нибудь подцепить прям под шлейф. Я подцеплял вот таким пластиковым шпателем. Он у меня немного подтупленный. Я его специально так заострил, чтобы он именно по клею шел и не повреждал шлейф. Короче, да, подцепляем вот здесь, откручиваем. И вот здесь один. Вот эта вот пластиковая вся штука отходит. Не забываем вот здесь шлейф нацепить предварительно. Ну и дальше дело техники. Джойстик, пластиковая штука снимается просто. Тут 2 винта, потом для самого джойстика тут 2 винта. Этот шлейф отцепляем, соответственно, чтобы джойстик отошел. Куда же ты фокусируешься? Да, этот шлейф отцепляем, чтобы джойстик отошел. Так. Ну и после этого этапа у нас будет, по сути, просто уже основная плата видна. 4 винта. Она выходит. Ну, отцепляем эти шлейфы, этот шлейф. Тут с другой стороны есть еще один. Все, по сути, одинаково соединяется легко. Вибромотор вот тут вот. Если не выходит, можно просто уткнуться острой отверткой. Только аккуратно, чтобы плату не повредить. Это что ж с автофокусом? Короче, вот так вот упереться. Я на камеру не смогу это сделать, потому что, нужны 2 руки. Он выйдет туда. Тут никаких защелок ни на этом, ни на этом нет. Это можно прямо за провода тянуть, тут все нормально. Остальные шлейфы с ними аккуратнее. Ну и сборка в обратном порядке. Единственное, что джойстик лучше ближе к концу ставить назад, потому что когда джойстик ставите, точнее не так, когда вот эту вот хрень назад ставите, джойстик может немного мешать, пока вы здесь все застегиваете, назад вставляете. Эта часть будет тут шататься в этой области, она будет постоянно об джойстик задеваться, это все неудобно очень. Поэтому джойстик в последнюю очередь, наверное. А в остальном сборка в обратном порядке совершенно такая же. В общем-то так. Ну и сейчас попробуем привязать починенный контроллер, исправленный. Посмотрим, как он все идет. Это мой новый контроллер, который я отдельно покупал из Китая. Так. И собранный. Опа. Опа. Моя. Мне надо еще нажать на сопряжение. Опа. Угу. Так. Ну, по положению акселерометра он все прекрасно видит. Правда, когда камера теряется, он вот так дрифтит немножко.
Ну, это нормальная тема вроде бы. По идее, у меня второй контроллер точно так же все идет. Который с завода. Так. Ну-ка попробуем. Это сейчас камеры не видит. Ну да. Также улетает куда-то там немножко. Вот видим, вот не видим. Ага. Блин, ну и тут больше проявляется. Да нет, так же. Ну все супер получается. Ремонт успешный. Чуть не забыл продемонстрировать, собственно, серийник контроллера исправленного. Вот он, тот, который мы починили. Ну, точнее, плата, естественно, другого человека. А все остальные компоненты мои. Все работает вроде бы.